И всем здравствуйте, всем привет, ребята, с вами, как всегда, я, Леха, и канал Hard Games. Это значит, что прямо сейчас на канале Vast, кстати, ссылочка внизу в описании, где прямо сейчас идет поточек, стримчик, у нас идет поток. Поток идет какой? Ты меня спросишь, правильно. Поток идет следующий. Это играем в зайчика, тини-бани, а это значит, что как минимум, наверное, примерно час, да, хорошего настроения тебе будет обеспечено. Такая небольшая страшилка, но с моей подачи, спасибо, кстати, то, что хвалите в комментариях, я это ценю, читаю, там по 500, по 600 комментариев пишите. Спасибо. Я рад вам, ребят, поднять настроение, так что располагайтесь, будьте как дома. И админ, который прямо сейчас закрыл чат, ты вот так вот тебе вот в лицо чат закрывать не нужно. Не нужно ограничивать правильно людей на свободу слова. Здесь тем более спойлеров нет. Долой адменов! Бунт! Так, все, поехали. Такс. Все, погнали. Как мы помним, в предыдущих сериях мы себе нашли новых а-ля друзей. И мнения ваши, кстати, разделились. Кто-то сказал, что быдло, кто-то сказал, да не, нормальные ровные пацулики. Так что как-то так. Ну, шо ж, приятного просмотра, да. Поехали. Короче, они мне протянули маску. Точнее, мы ее нашли, эту, да, масочку. Откуда она взялась и что забыла в моем портфеле? Кстати, реально с маской очень странные вещи. Я подобрал ее так осторожно, словно опасался, что она цапнет меня за палец. Просто новогодняя маска, ну и, короче, типа там плевок от толстенького. Только что-то в ней было не так, что-то копошилось внутри под коркой старых газет. Я слышу шуршание тысячи маленьких тел, дрожь, исходящую от меха. Что-то пыталось прогрызться наружу. Опарыши? Готов, Тоха? Нет. Голос Ромки выдернул меня из кошмарного видения, и я с ужасом отбросил маску прочь, за пределы видимости. Отвращение клокотало внутри, но я собрался и не подал виду. Настоящие эти черви или очередной шиз — без разницы. Слишком много всего для одного дня. Хотелось как можно скорее очутиться дома. Ладно, пацаны, мне пора уже. Пацаны. По звуку, ребят, нормально. Не громко, не тихо. До свидания. До свидания. Чисто пацаны. До свидания. Я протянул руку навстречу двум фигурам, чтобы попрощаться. Темные, продолговатые пятна подрагивали впереди. Застыли, внимательно меня изучая. С кедрами закорешиться решил. Мы здесь, вообще-то. Слушай, что-то у нас, по ходу дела, у главного героя конкретная шиза. Голос Ромки прозвучал у меня из-за спины, а я, чувствуя себя неловко, обернулся. Деревья хреновые, кенты. Ты не ссы! Мы тебя до дома доведем, а то ты как слепой котенок. Мы же очки. Точно, очки посеяли. А у нас зрение минус 30. Так здесь живем и сгниешь. Окурок разбился о пень снопом искр и зашипел в сугробе у моих ног. Ребята как-то натянуто засмеялись и взяли меня под локти. Покидая пустырь, я обернулся в надежде увидеть Алису. Хотя бы рыжее пятно, а вдруг... Но увидел лишь грохочущий трактор, который выползал откуда-то из-за поворота. Слышь, ну пацаны, кстати, меня не бросили. Какие бы они там ни были, так скажем, нехорошими, но кинуть не кинули. Спасибо за сапку, ребят. Кстати, спасибо, кто на ютубе тоже сапки оформляет, спонсирует, жмет кнопочку. Мое почтение. Молчаливой процессией брели мы вдоль замерзшей просеки. Тишина и частичная слепота вместе действовали угнетающе. Я заговорил. А почему тебя Бяша зовут? Бурят криво ухмыльнулся.
Потому что я волк в овечьей скурино. Ау! Брешешь. Пургу гнать, это он умеет. А звать его так, потому что блеет, как овца. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Бяша моментально изменился в лице, я заметил это даже сквозь пелену. Отшатнулся. Замычал что-то нечленораздельно. Видишь? С ним так всегда, как об этой херне заговоришь. Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? Чё? На черной улице, Жил черный. в черной подворотне, стоит черный гараж. И он знает о тебе все. Чего? Где ты живешь, что любишь, с кем дружишь. Наверняка слышал о пропавших детях. И это тут не первый год происходит. Все местные знают, кто здесь замешан. Даже взрослые. Вообще, везет тебе. Ты вон в лесу, считай, живешь. Тот, кто не умеет играть в баскетбол, да, живет в гараже. Он к тебе так просто не сунется. Кто он? Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. Да, он взял и пошел. А еще идешь такой себе ночью, и тут раз! Он стоит, где совсем недавно пусто было. И плащ на голое тело. Дверь открыта, внутри мрак. И тут как? Да ты что, дебил, что ли? Бяша натянул капюшон на голову и завыл на высокой трепещущей ноте, стараясь заглушить Ромкину речь. Ладно, проехали. По ходу дела Бяшу где-то напомпонили, что ли? Я переваривал рассказ Ромки, не понимая, как относиться к услышанному. За недолгое время, проведенное в этом заснеженном глухом поселке, я уяснил одно. Многие здесь столкнулись с тем, чего так и не смогли понять. Я взглянул на мелко трясущегося Бяшу. Тока, а вот скажи, нахрена вы-то сюда переехали? Ты хорош! Я тяжело вздохнул, глядя под ноги. Далеко внизу ботинки бодали носками туман. Это были вызубренные наизусть У слова. отца тут новая работа. И мама в поселке раньше жила. Давно еще при Союзе. Здесь же нечего делать, только гнить. Ну или как Бяша, по лесам шастать. Кладмен? О! Бяша осторожно высунулся из-под капюшона, словно улитка из домика, и прислушался. Он у нас турист. Летом целую неделю в палатке жил. С мужиком из леса. Здесь, рядом. Прикинь? Хотя от мамки его звезданутой я бы сам в лес сбежал. Мы шли дальше, но казалось, что этот лес плывет мимо. Сосны черные, клавиши снежные, прорехи белые. И чаще играет свою древнюю скрипучую мелодию, музыку корней, берлог и забытых таежных скитов. Снежинки создавали будоражащую иллюзию. Казалось, кто-то бродит по лесу. Кто-то высокий, неуловимый, готовый в любой момент прикинуться деревом или слиться с сугробами. А потом, когда внимание к нему ослабнет, вновь продолжит свой путь вдоль дороги. Но это была лишь игра света и тени. Там никого не было. По крайней мере, мне хотелось так думать. Ромка вдруг резко притормозил и сказал: Слышите? В лесу кто-то бродит по ходу.
Кто? Кожа под одеждой засвербела, заныла в желудке. Мы посмотрели, куда показывал Ромка. Высоченный, причем с нашей скоростью идет. Ау! Никаких гигантских фигур за мачтами сосен. Только тени, крадущиеся в полумраке. Медленные тени, быстрые тени, голодные тени. Снег без шума осыпался с ветки, заставив вздрогнуть, прикусить губу. Будто что-то огромное поднялось с дерева и улетело. Возможно, мужик в кожаном плаще. Возможно, в нашу сторону. Ромка поднял с земли шишку и швырнул в чащу. Эй! Оклик срикошетил, словно ударил о тугой барабан. Эхо передразнило Ромку, а затем вновь воцарилась тишина. Кто-нибудь видел? Видел. Я помотал головой. Что я видел, так это вертикальные мазки деревьев, темноту, снег и своих спутников в дымке. Вспоминались шершавые стволы, губчатый лишайник и ледяное крошево на дне рвов. Пойдемте скорее, а то вечереет. Вечерело. Меня вновь взяли под локти и повели вперед. Понесли к лесу, к торчащим шпилям сучьев. Солнце окончательно кануло за зеленые пики. Мрак зашевелился, расправил плечи, пополз как дым. Вдобавок повалил снег, густые липкие хлопья, белые мухи, летящие на запах, падали. Мое зрение стало крохотным островком, омывающим темными водами. Утренняя тревога вновь начинала овладевать мной. Мерещилось, что далеко-далеко, на самой кромке сознания, я слышу вкрадчивое пение флейты. О, флейта по утрам? Кто дует флейту по утрам, тот поступает мудро. Парам, 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 парам. Глядишь, и снова утро. Я прошу прощения. Таблетки забыл выпить. Продолжаем. Хрупкое, словно мартовский ледок, под которым дремлет бездонное озеро. Я ковырнул пальцем в ухе, прогоняя слуховую галлюцинацию. Слушайте, но на самом деле очень жестко. Очень жестко пацана штырит. У него и визуальные, и слуховые, и вообще просто галюны конкретные у пацана. Лес был тих. Я представил ребенка, идущего в ночи под надзором дуплистых сосен. А вы знали Вову Матюхина? Опа. Мальчика, который пропал недавно. А разве мы не его ищем, сладкий? Опа. Белочка. Точнее, лисичка. Я вздрогнул и остановился, уставившись на провожатого. На Алису в ее неизменной маске лисы. Девочка нежно придерживала меня за локоть. Что ты здесь? Какого... А ведь я тебя потерял. А это Рома. Потерял, потому что зазевался. Кау. Я щурился недоверчиво. И давно ты за нами идешь? За кем за нами? Она рядом с тобой. Что значит давно? Я всегда была рядом. О, шиза. И все, я понял. Да и за кем? За вами. Кто мы? Кто мы-то? Кто вы, говорит? Мы одни здесь. Одураченный я повертелся, но не нашел ни Рому, ни Бяшу. И вдруг почувствовал ее прохладные пальцы на своем запястье. Пойдем же. Мы собирались искать Вову. Не дав опомниться, она повела меня через лес. Запах мандаринов, кофе и петард обволакивало. Я ощущал себя маленьким мальчиком, которого ведут в неизвестность. Впереди темнели стволы деревьев, грозно щетинились ледяные кусты, дикобразы. На пути возникло что-то прямоугольное, вроде большой коробки. Я окаменел. Коснувшись краешка глаза, оттягивая века, как бы настраивая зрение. О, металлический гараж. Металлический гараж вырастал прямо
из валежника. Тяжелый, громоздкий. Такой невозможно без труда перевести с места на место. Стены окрашены черным, чернее окружающей тьмы. Лиса принюхалась, и показалось, ее маска сморщилась от омерзения. Это здесь. О-о-о. Встревоженный голос спутницы напугал меня даже больше, чем эта жутковатая железная коробка. Здесь? Я слышу его запах. Может, Вова играет с нами в прятки, и он решил спрятаться. А, да? Внутри. Мне казалось, что от постройки отделяются дымчатые щупальца и что-то рыщут в прелой листве. Они селились по снежному одеялу, подбираясь к нашим ногам. Какой-то жуткий металлический скрежет доносился из-за громких, огромных черных ворот. Кто-то или что-то явно ждало нас внутри. Ток-ток-ток. Наверное, со стороны мое дергание напоминало пластику марионетки, танцующих на нитях кукловода. Я приблизился к гаражу, затаив дыхание. Open up, FBI! Постучал костяшками по листовому железу. Ток-ток-ток! Тут же опасливо отскочил. Кого? На мгновение показалось, как за стенками гаража что-то мучительно завыло. Послышалось, как зазвенели проржавевшие мясные крюки на толстых металлических цепях, и что-то громоздкое, отринув сон, поползло отворить черные ворота. Ничего не происходило. Сердце бухало в груди. Бухало в груди. Ничего. Ток-ток-ток! Опасаясь повернуться к гаражу спиной, я очень медленно сделал шаг. Блять, меня, по-моему, парализовал. Я руки правой не чувствую. Заколола руку правую. Все, да? Все, Сережа, поиграли в игрушечку. Так, нормально, сейчас разберемся. «Беги, трусливо!» — проблеял голос в голове. Спотыкаясь, я рванул кишащую тенями ночь. За изломанный ствол лиственницы уверена, что Алиса бежит рядом. Минуту спустя я обнаружил, что девочка пропала. Лес бормотал свои древние молитвы. Скрипел, тикал, шуршал. Я замерз, блядь! Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я понял, что стою почти в полной темноте, в кольце взымающих стволов. И все вдруг зашевелилось, задрожало, уши закладывало от шороха и шелеста. Кроны таяли в космической темноте. Кусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа выпросается из мрака и схватит мое одеревеневшее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. Антон! Проснись, сынок, ты обосрался. Меня искали, как того пропавшего мальчика. Глаза защипало выступившими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Антонио!
Крик зазвучал громче, я на мгновение даже поверил, что меня спасут. Здесь! Одно из деревьев двинулось вперед. Это был не Ромка и не Бяша. Кто-то взрослый, высокий, с длинными руками, в кожаном плаще. Позади него крались тени, напоминающие собак, но их числа были намного крупнее жульки. Лес больше не таился, не прятался за заложенными образами. Я замерз, будто олень. Господи, нашпиленные на лучи приближающегося автомобиля. А чудища уставились на меня! В сумерках без очков я видел слишком мало! Но и удивленного хватало с лихвой, чтобы остолбенеть от ужаса! Резкий запах звериной мочи и мокрой шерсти окутал поляну, когда жуткая процессия во главе с гигантом направилась прямо ко мне. От страха подкосились ноги, я упал на колени в снег, словно бы молясь этой фигуре, деревьям и темноте. Я не смел поднять глаза. Когда он подошел, накрыв меня смрадом, на миг почудилось, что ноги его поросли серой шерстью. Я зажмурился так сильно, что на внутренней стороне век заплясали красные круги. Лишь бы не видеть всего этого! Зато я чудесно слышал! Его дыхание наждачной бумагой зацарапало уши! Хриплое, глубокое, рычащее! Я выудил из памяти бабушки заговор. Мертвый к мертвым, живой к живому, мертвый к... Ответом были рычание и вой. Слова не защищали от когтей и котлов. Я был бессилен. И тут неподалеку послышался знакомый ласковый голосок. Ну же, скорей! Попробуй его на вкус! Ах ты рыжий велорон! Ах ты рыжий велорон! Ах ты рыжая, вероломная сука! Не надо! Не надо, дядя! Что-то горячее пробежало по горлу, как веревка. Мясистая и липкая. Язык! Я же говорила, хозяин! Это наш зайчик. Да сейчас! Позаботься о нем. В узкой бойнице приподнятых век, за дрожащими пальцами я видел грозную фигуру, нависшую надо мной. Вкушал запах псарни, компостных ям и мха. Передо мной величественно и жутко возвышался рогатый зверь в позе. Сквозила будоражащая царственность. Рога подпирали тучи, а вытаращенные бельма впивались крючьями в мои готовые лопнуть от ужаса глаза. Руки были полны даров. Конфеты выпали на снег и перевалились пестрыми фантиками. Серебрились упаковки шоколадных батончиков. Чупа-чупс, да? Воткнулся в сугроб пластиковой палочкой. Не надо! К моим ногам посыпались конфеты. Стукнулся о лед игрушечный автомат, и парализованный страхом я вспомнил. У пропавшего Вовы был точно такой же. Рядом упала кукла. Посыпались градом металлическая юла, плюшевый медведь. С облезлым носом рыжий Карлсон, блядь, без пропеллера. Оловянный солдатик, знаменосец, пожарная машина и, блядь, кукурузник. Игрушки не были перепачканы в крови, но воображение дорисовывало багровые потеки и кляксы. На эти сокровища, принадлежащие безызвестным детям, ложилась рогатая тень чудовища. Не буду! Косматые руки выудились оттуда из темноты, преследующие меня образину зайца. На! Грубо нацепили на лицо эту... Это не я! Тени зверей вокруг медленно и грациозно встали на задние лапы. Тут же свет ударил мне в лицо, расколов пополам фигуру монстра. Я заслонился пятерней. Луч фонаря скользнул вниз. Антон! Антон Палыч? Фекалис? Вот ты где. Да, я. Ты совсем сдурел? Шо? Это вообще как понимать?
Это? А я тут... Что это было? Онемев, я глядел на папу, туда, где секунду назад громоздилось чудовище. Мрак укутал поляну, но игрушки и конфеты темнели на снегу. А если набраться сил и подойти к кустам, то наверняка там будут отпечатки лап. Язык проглотил? Слышь, отец, у тебя сын седой. В 6 классе. Одноклассники твои к нам пришли. Сказали, ты сбежал от них в лес, в самую чащу и... Что это за дрянь ты напялил? В смысле, я зайчик. Я стянул маску с потевшего лица и бросил ее к остальным игрушкам. А я тут в зайца играю. Опа, опа! Все, батя! В деревьях, в дебрях захрустели ветки. Снедаемый ужасом, я прильнул к отцу. Он встрепенулся, изучая чащобу, и сказал совсем другим, напряженным тоном: «Беги, сука! Беги!» Прошу прощения. Пойдем отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Тихо! Я потянулся к отцу. Тихо, говорю, кто там? Угу. Я потянулся к отцу, все еще леденее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовал подушечками быстрый пульс. Поднялся и, пошатываясь, побрел с папой по его едва различимым следам. Назад, к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец припарковал Чтобы машину. дома ни слова, ясно? Это батя-маньяк. Ни единого намека, где я тебя нашел. Опа, это батин гараж. Да, пап. Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное. И все рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Но это был не тот липкий, как язык животного страх. Да тихо! Его страх был благородным и чистым бриллиантом, а я кивал и послушно перебирал ногами. И вдруг где-то из-за спины я вновь услышал знакомый голос. Помни, Ты от меня подальше держись, ясно? Со своим другом, козлом. Вообще ко мне не подходите, быдло. пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. Да? А кто меня козлу хотел скормить? Ишь какая? Чуть не сожрали. Сейчас бы с автоматом бы сидели с игрушечным. Машина двинулась по направлению к дому. Гараж! Батя! Батя! Припав к стеклу, я различил среди елей приземистую постройку, хибару, чернее самой черной ночи. Гараж, хранившийся в чащобе, металлический склеп. Он словно шел за нами по пятам. Через миг постройка скрылась за поворотом. Я сглотнул горечь. А все. А белые снежинки все парили в темноте. Кто сглотнул, тоже. А вот и мы. Кто? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? Человек и пароход? Явились, не забылись. Опять мать на негативе. Да что ж такое, а? Опять семейка. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. Интересные обороты. Вот она. Вот она. Вот. На ее лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно ее взор упал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Мать, меня чуть в лесу не сожрали. Какие очки?
Да в школе поди забыл, простофиля. Да? Повисла ядовитая пауза. Весь в тебя. А может быть, в тебя? Отец сердито смерил маму взглядом, а затем заговорщицки подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Ну ничего, есть же запасные. Проживем как-нибудь. Батя-то нормальный, оказывается. Это мать просто вот... Что за народ, а? ПМС, чешо? Родители еще некоторое время стояли в тишине, и затем каждый из них молча побрел по своим делам, подальше друг от друга. Так, у нас батя все во френд-зоне. Я еще не успел раздеться, как ко мне бросилась Оля. А я лису видела! Кау? Меня словно дробью пальнули. Онемев, я лишь зашевелил губами. Со звоном разбилась вдребезги чашка. Это мама выпустила ее из рук. Ее лицо было бледным. Она растерянно уставилась на осколки. Эта короткая, в доли секунды пауза длилась вечность. Потом мама с досадой сказала: То сова, то лиса. «Ну ты еще в Деда Мороза поверь. Ты думаешь, это он тебе подарки носит, маленькая дрянь? Это дети! Ты что ты несешь, женщина? Когда ж тебе надоест? Ты что ж такая душнила на матери-то? Это всего-навсего дети!» Правда, правда! Такая пушистая! Ага. Я уже погулял тут с одной лисой, чуть не сожрали. Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. А, ну понятно. Она меня позвала, а тут мама вышла, и лиса убежала. Ясно, короче, это лиса легкого поведения, который байтит маленьких молодых мальчиков на то, чтобы они побежали и за ней в лес, а там ее друг, короче, который в кожаном плаще в гараж их заманивает, и там происходят всякие непотребства. Я понял, я все понял. Все, вызывайте милицию. Алло, Данкин, ты здесь? Криминал, погоня. Не было там никакой лисы. Была. Не выдумывай. Сейчас. Не подходи к ней. Если бы понадобилось, я был готов трясти сестру, как тряпичную куклу. Ебой. Ты чего, Тоша? Ничего. Чего? Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивленно посмотрела на меня. Я стушевался. Ну, лиса ведь укусить может. Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы воровали детей. Представил свою Алису, вольную, хищную, бегущую быстро-быстро по ночному лесу с дергающимся мешком в обнимку. А, там жихарка, наверное. Это ж была не настоящая лиса. Украла! Меня лиса украла! Не настоящая, настоящая. Расскажи ему, Оль. Настоящая. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье Ага, одета. блин. Только она была взаправду. Видишь? Чего видишь? Мама устало улыбнулась. Словно это все объясняло. Я тоже выдавил из себя улыбку. Жалкую, как тонкий кусочек мыла перед тем, как оно окончательно растает в руках. Но оставшись наедине с сестрой, я шепнул: Еще раз увидишь ее, беги. мысли о лесном чудовище атаковали, бомбардировали меня, будто дождь из конфет и игрушек. Передо мной стояла поросшая шерстью фигура, распрямляющаяся на фоне стволов. Кто он? Что случилось в лесу? Что со мной вообще происходит? Я зажмурился и бросил в рот витамины. Запил их водой. Витамины, да? Хватит сходить с ума. Пожалуйста, хватит. Я кое-как уселся за математику, но задачи не желали решаться. А вот это вот все. Я вам говорил. То, что лучше, чтобы дети сидели и играли дома в компьютерные игры. Чтобы не было никаких там лис. Чтобы со всякими лисичками, сверхстричками не бегать по лесу. Мужиков в этих... как его, не видеть. Ага.
всяких полуголых. Вот так вот. Пусть лучше дома сидит и играет спокойно. В доточку, да, в любимую. Купил ему конфеточек, все, пусть сидит, сосет. И в доте, и чупа-чупс. Я кое-как уселся за математику, но задачи не желали решаться. Школьники, я на вашей стороне. Пальчик вверх. Цифры в тетради то кувыркались, то перемешивались, то кружились в танцах, то прыгали за поля. От всей этой чехарды голова стала тяжелой и так и норовила упасть на числовую вязь. Веком словно подвесили маленькие гири. Я, кстати, тоже, когда уроки садился учить, я сразу засыпал. Неинтересно просто это было. Все. Вот я также уроки учил. Стоило мне сдаться и захлопнуть тетрадь, как воспоминания о прожитом дне суматошно заскакали перед глазами. Вот снова я посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы, лица мертвых классиков на портретах. Строгая и царственная поза классной руководительницы Лилии Павловны. А затем углом ждет, не дождется и ненаглядная дочка. Я понял. Пам-пам-пам-пам, пара-па-пам-пам-пам, пара-па-па-па, Сережа молодец, па-па-па-па-па-па, Сережа мой сыночек. Ясно все. Ля, вот оно откуда ноженьки-то растут. Ябеда и сплетница Катенька. Бан. Эй, новенький, новенький. Нюхай бебро. До свидания. Чего тебе, Кать? Она закачалась на носочках, спрятав за спиной руки, и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели? А я особенный. Я слишком умный. А ты, по-моему, слишком глуп. Не видал больших зол. Может быть, я рассказал бы правду Полине, но Катька продаст мою правду на рынке за 3 копейки. То же самое, что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Вовы, чтобы все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... Мама, она лодырь. Сидит дома на шее у папы и жухает ему мозг. Но Катя даже не думала меня слушать. Метнулась к навостренным ушам подружек, зашептала, косясь на меня и хихикая. Ну, ясно. Крыса столовая. Да, конечно. У нас тут совсем за дурачков держит. Я так понял, кто-то портфель давно, да, не терял? Либо что-то не происходило, да, в школе. С лесенок кто-то давно, да, не летал. Я прям чувствую по глазам, что кто-то хочет. Прям просит. Я вот слыхала, что это все из-за его отца. О, жалко, что шуток про мамку нет. Это Он прям недавно святое. кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. О, Неправда! Ты все врешь! А слышали, как он бабулина просто так стукнул? да? А слышали, как тебя в одном гараже, который стоит в лесу, 7 пумпонило? И видео есть, да. Могу сайтик подсказать. Да, на Hard Insight. Да, 2 английских слова. Туда заходишь в телеграм-канал, там фул у нас лежит про тебя. Это каким надо быть уродом, чтобы в первый же день так над одноклассником измываться? Чего? Прекрати! Ты же знаешь, он первый начал! И будто этого мало. Нас бы давно портфелем по башке охерачили. 100%. Ходят слухи, что он спутался с ворюгами из шайки Ромки Пятифана. Пятифона только. Ой, девочки, сумки проверяйте. Ага. Того и гляди, в гардеробе вещи начнут пропадать. Еще есть что сказать? Будем знать. Это Петров с дружками постарался. Да-да-да. Замолчи! Заткнись!
Вон как раскричался-то, будто ужаленный. А зрачки-то, зрачки какие широкие. Опять чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнет. Не зря же его мать с таблетками пичкает. Ой! Вот! А я думал, серия пройдет без шуток. Но! Кот красный, здесь шутки про мамаш! Welcome to club! Я замер в смятении, безуспешно пытаясь понять, откуда она знает про лекарства. Что пугало сильнее, вдруг ее болтовня кроется ужасная правда. Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Пацаны, в бараке крыса завелась. Да-да. Да-да. Только что-то ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный простак ей верит. Мне кажется, я знаю, кто следующим пропадет. Какой-то Happy Tree Friends. А что это ты, мальчик, говорит, за школой делаешь? Цветочки поливаю. А это что? Деревья сажаю. Нет, ну вы представляете? И тут среди ухмыляющейся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Это правда, Антон? Да. О май гадабл. Я верю всему тому, что говорят. Да, я смотрю разоблачения на ютубе, и я потал. Да, я во все верю. Я, боже мой. Неужели действительно тебе не здоровится? Нет, я просто люблю вещи воровать из сумок женских. Здравствуйте. Полина, послушай меня. Да не могу тебя больше слушать. Как же, как же? Не слушай этого болтуна, Полиночка. Ты еще не знаешь. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. На Алису. Мгм. Мы общались ровно один раз. И в 6 классе он меня променял на другую. Как это могло произойти? Ты ничтожество. Ты неверный просто. Как это возможно? Как это работает? Вы просто один раз общались. Что происходит? Я в Counter-Strike сидел, играл в 6 классе. Еще было насрать на всех. И на Полину, и на Алису, и на Катю, на всех. Полина согнулась, будто ее пнули в живот. Потом залилась слезами и громко истерично плача рухнула на грязный пол. Обожаю, блядь, истерики. Почему она, Антон? Потому что она старше и больше всего знает. Ничего не понимая, бля, я бросился к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня. Убери от нее свои лапы, чудовище! Опа! Под пеленой страха зрела ярость. Так. Сейчас может зубной состав тронуться. Опа! Медленно всплывала из клубящегося морока, наверное, не знаю как правильно. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползет к деснам, оголяя зубы. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе права поднимать руку на девушку. Кау? Поехали. Кулаки стали кувалдами. Не разжать. Никто не смеет такое говорить про мою семью. Слушайте, я на одном из стримов на Твиче, не буду говорить на каком,
Иногда тоже вижу сущность Конора Макгрегора в одном из стримеров. Не буду говорить в каком. Она иногда появляется в ночи. Я опомнился, когда уже кинулся на злобную Катьку. Слетел-таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петров с катушек слетел! Врача, позовите врача. Тут же толпа школьников вокруг нее зашумела, разразилась свистом и гневным рыком. Субтильные фигурки учеников увеличивались, ширились, тянулись вверх, все выше и выше, под самый потолок. Превращались в огромный черный лес, кишащий оскаленными мордами. Я сжался до пушистого комочка, затрясся перед могуществом искристыми язвами стволов. Не то людей, не то деревьев. Вот ты и показал свое животное нутро. Трус! На превью пойдешь. Хотя на лицо было обезображено ликованием и восторгом. Это что ноет? Почему она? Нет! Да что происходит? Я в 6 классе, идите нахер! Чем она лучше меня? Вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. 0 часов 11 минут, а это значит, что это именно ты. Кролл! Вот он! Тебя показывают, смотри. И тут, и там. Животное! Чужак! Кролл. Из леса донеслось пугающее хлопанье крыльев. 2 огромных белых уха спустились откуда-то сверху. Я с головой зарылся в них. Содомиты! Пожалуйста! Вставай! Я подскочил, чуть не упав с кровати. Оказалось, за несколько часов метался по мокрой от пола постели. Олен крик вырвал. Вызволил щупалец чудовищного кошмара. Антон! Проснись, ты обосрался. Пожалуйста! Вставай! Вставай! Я не сразу разглядел ее силуэт у окна. Голос Оли был глухим. После драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупорили ватой. Схлипывая, расстроенная, как никогда прежде, сестренка повторяла и повторяла. Сова! Сова! Пожалуйста! Я боюсь! Ее слезы кипятком ошпарили мое сердце, но, признаться, я почти благодарил сову за визит. За то, что напуганная Оля разбудила Оля, меня. я сейчас. Хочешь, я тебе Мурзилку почитаю? Да. Подожди. Я опустил босые пятки на холодный пол. Пошарил в поисках очков. Вспомнил Семена, его подлый поступок, и горестно вздохнул. Антон! Пожалуйста! Пожалуйста! Чё, пожалуйста-то? Посмотри! Куда?
Она не отводила глаз от окна, словом боялась проиграть ему в гляделке. Я нащупал переключатель, лампа плеснула ослепляющим светом. Встал с кровати. Зрение обманывало, то приближая ко мне окно, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди. Шо? Я сделал осторожный шаг. Оль. Оля. Что там? А там, Антоша, немцы. Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет. Нет, не надо! Там же сова! Голос доносился из-за моей спины. Я обернулся и оцепенел от ужаса. В дверном проеме стояла зареванная Оля. С кем? Ой. С кем ты разговаривал, братик? Обхватив плечи, она таращилась на меня красными от слез глазами. Спрашивала, но будто боялась услышать ответ. Я разговаривал с тобой. С тем, кто притворился тобой. Все, Сережа, момент истины. За окном угрожающе скрипнул карниз. Словно на нем сидел кто-то тяжелый. Абобус! А то, что выдавало себя за Олю, начало расползаться. Менять свои очертания, увеличиваться в свете ненасытной луны до пугающих размеров. Никого нет дома, он ушел за хлебом. Чего, пожалуйста? Иди нахер. Вот еще. Чего удумал? Голос больше не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за шторы, надоело притворяться, водить меня за нос. Я больно ущипнул себя в надежде, что силуэт у окна лишь продолжение ночного кошмара, галлюцинация проклятого, блядь, дома. Ведь они не кусаются. Фигура высилась передо мной в дымке. Я услышал громкий вскрик Оли, когда по стеклу постучали. По голове себе постучи. Ночь на дворе! Быдло! Она пришла за нами! Да заткнись, тихо! Стук повторился. Я отшатнулся вглубь комнаты. Словно на свете существовали потайные углы, где я мог бы сохраниться от этой жути. Да занято! Стучали чем-то острым, железным. Замерцала лампа светильника, ярко озарила комнату и погасла, как свеча на яростном ветру. Нить накаливания лопнула со звоном. Мрак, словно только того и ждал, хлынул из углов и сомкнулся. От всей вселенной оставалось лишь окно. Снаружи светила луна и красила все в цвет костей, извлеченных из склепа. В черноте Оля завизжала, ткнулась в мою спину, ища защиты. Ля подглядывает. И тут на нас уставился горящий, прожорливый огнем глаз.
Чего надо-то? Нет, оно не пыталось разбить окно, оно играло. Стучало и стучало, сводя нас с ума. Занято! Гигантские часы, будто гигантские часы мерили. Да тихо, блядь! Отведенное нам время. А маятник раскачивался над бездной. Уходи! Убирайся! Пошла прочь! Оля истошно кричала. Клещами вцепилась мне в руку. Чего? Подойди. Иди нахуй. Я с трудом различил два огромных крыла, раскрывшихся над черным пятном. Скажи ей, Антон! Скажи, что я больше не буду себя плохо вести! Да, конечно. Никогда! Испугаешь, отсосешь. Только пусть она уйдет! Пожалуйста! Так. Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, и светящийся глаз скрылся. Я проглотил застрявший в горле ком, будто репейник сглотнул. Шагнул к шторам, завороженный призывом безобразного гостя. Не буду, не буду, не буду, не буду! Блеклое окно наползало на меня. Занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть шторы, чтобы посмотреть в глаза страху. В этот момент из родительской спальни донесся шум. Недолго думая, я рывком отдернул штора. Никого. Только за стеклом на карнизе среди птичьих перьев что-то поблескивало. Маячки. Те, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Неужели это подарок клокочущей ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор, на ту зловещую поляну, на зубчатый гробовой лес. Помянем Семена, блядь. Ни души, ни намека на поздних визитеров. Старый столб одиноким часовым дремал посреди снежной пустыни. Рассохшиеся ставни кряхтели. Я отодрал утеплители полоски приклеенных газет. С трудом открыл окно. Мороз впился мелкими иголочками в кожу. Зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. Я дотронулся до очков, уверенный, что они растают в пальцах. Они были настоящими. Они настоящие. Мозг искал всему объяснение. Семен и его банда разыгрывали меня, вот и все. Вот и в кругу света под фонарем блистало гладкое снежное одеяло. Если кто-то приходил у дома, взбирался по трубе к подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Я осторожно забрал очки. Никто не отхватил мне кисть. Не выдернул в полный тревожного движения сумрак. Вы почему не спите? А это все Оля. Это не я. От неожиданности я покачнулся и чуть не вывалился из окна. Совсем сдурели? Жарко, что ли? Не болели давно? Там сова была! Тоша ее прогнал! Да, это я, кстати. А ну-ка марш спать к себе в комнату! Быстро, блядь! А с тобой? Чего со мной? Душнило. Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом. Подбирала наказание соразмерное поступку. Но, махнув рукой, я мужик настоящий. Но, махнув рукой, взяла за плечо Олю и ушла, бросив напоследок угрюмое: Завтра поговорим. а вы окно ребенку никто закрыть не хотите, слышишь ты? Мать года! Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз, повернул шпингалеты, натруднив пальцы. Холод ушел из комнаты, но не страх. Опа. Подрузив на нос очки, я изучал свое отражение в оконном стекле.
лицо какая-то посмертная маска, как у мальчика с доски объявлений. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. Какой-то, блядь, день сурка у пацана. Опа. В просвете между детскими затылками прямо на меня смотрело черно-белое лицо. Это был не Вова. Его фото висело рядом. Я узнал щекастую физиономию и здоровую кожу. Семен. Фотографию Бабурина распечатали, поместили под стекло, как музейный экспонат. Семен. Эпизод 3. Дыбом волчья шерсть. Если честно, в этой серии у меня сел голос. Не знаю, по какой причине. Я поэтому в некоторых моментах он сел 2 раза. Прям в хлам. Но я постарался сделать так, что вы его практически этого не заметили. Надеюсь, атмосфера и настроение присутствовало на этой серии, так же, как будет присутствовать ваш лайк, ну и пару комментариев. Всем, кому, ребят, не сложно, поделитесь, пожалуйста, этой серией среди ваших соцсетей. Буду вам очень благодарен. Спасибо за подписку, за лайк, за комментарий. Ссылочку на плейлист оставлю там же внизу, в комментах. Встретимся в следующей серии. Всем добра, удачи, ребят. Пока-пока.